Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала. Сегодня наш рассказ посвящается великому вратарю хоккейной команды «Крылья Советов» Москва и сборной Советского Союза, легендарному Александру Сидельникову. 23 июня 2003 года во время отдыха в поселке Холмогоры Архангельской области скоропостижно скончался один из лучших вратарей отечественного хоккея, олимпийский чемпион 1976 года Александр Николаевич Сидельников. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность. 12 августа 2020 года Александру исполнилось бы 70 лет. Внезапно, как от резкого порыва ветра, погас костер. Так за огненно-рыжие волосы называли Александра друзья. Погас, как написали некоторые газеты, при невыясненных обстоятельствах. Остались они, похоже, таковыми и сейчас. По крайней мере, для подавляющего большинства близких ему людей. А может быть, они просто посчитали себя не вправе вдаваться в детали трагедии. Но как раз такая недоговоренность и позволяет предположить, что эта смерть была предопределена, как часто бывает в тех случаях, когда человек, побежденный навалившейся пустотой жизни, растворяет свои проблемы в рюмке. Умер дублер Владислава Третьяка. Каждое второе сообщение в средствах массовой информации того времени о смерти Сидельникова вышло именно под таким заголовком. Как говорится, нет слов. Неужели великий вратарь, завоевавший в любительском хоккее все, что можно было завоевать, заслужил, чтобы кто-то сегодня одним росчерком пера поставил его в вечную очередь за славой Третьяка? Я не обращаю внимания на человеческую глупость. Так тогда отреагировала на это супруга Александра, юрист-международник Марина Сидельникова. И может быть, такая позиция единственная верная в данной ситуации. Надо ли сейчас кому-то доказывать, что Александр Сидельников никогда не был чьим-то дублером? Он был единственным и неповторимым Александром Сидельниковым, костром, седлом, рыжим, надежным до безобразия, как выразился тогда его друг, двукратный олимпийский чемпион Валерий Васильев, голкипером с собственной судьбой, пусть во многом не сложившейся, но оттого не менее яркой. Вот что тогда рассказывал великий Валерий Васильев, защитник сборной СССР в 70-х и 80-х годах. Глубоко убежден, что Сидельников и Третьяк были вратарями одного класса, но с разной, как говорится, шкалой везения в жизни. Впрочем, везет, как известно, тому, кто везет. Свою судьбу каждый делает сам. Вспыльчивый, взрывной, с повышенным чувством справедливости, всегда говоривший то, о чем думает. Александр имел немало неприятностей с тренерами в связи с этими особенностями своего характера. Он по определению не мог появиться в звездном ЦСКА, особенно после того, как старшим тренером этой команды стал Виктор Тихонов. Отношения у них, мягко говоря, не сложились, и Виктор Васильевич, возглавивший национальную команду в 1977 году, не видел в 27-летнем Александре даже дублера Третьяка. Но если бы Сидельников все-таки оказался в армейском клубе, думаю, сегодня о нем тоже говорили бы как о легендарном вратаре. Александр страшно не любил, когда его просили стать в ворота. Моментально реагировал. В воротах не стоять, а играть надо, и доказывал это постоянно. В 1974 году, во многом благодаря ему, ведь, как известно, вратарь – это полкоманды, Крыльям Советам удалось
единственный раз в своей истории сделать золотой дубль, стать чемпионом страны и выиграть Кубок Советского Союза. Вспоминаю, как во время турне команды по Северной Америке на стыке 75-х и 76-х годов Александр настолько поразил канадцев своей игрой на выходах, что те даже побаивались подходить к его воротам. Ту серию из 4 матчей «Крылья Советов», если помните, выиграли с общим счетом 3-1, добившись побед над Питтсбургом, Чикаго и Айлендерс. Играя с ним в сборной, я всегда знал, что в случае моей ошибки Рыжий непременно выручит. И в 9 случаях из 10 было именно так. Вместе с Коноваленко, Третьяком и Зингером Сидельников, на мой взгляд, входит в 4 самых выдающихся советских хоккейных вратарей. Я преклоняюсь перед ними и вообще считаю, что вратари в хоккее – это люди с особым складом характера, поскольку не каждый, согласитесь, способен добровольно обрести себя на то, чтобы всю свою спортивную карьеру ловить летящие в него кирпичи. Наверное, у каждого знаменитого советского хоккеиста в спортивной карьере было в жизни свое Ватерлоо. В печальной памяти олимпийский лейк-плейсет 80-го года едва ли не первое, что приходит в голову в этой связи. Ватерлоо Александра Сидельникова состоялась весной 1976 года в польском городе Катовице, где прошел 43-й чемпионат мира. Шла 24-я минута стартовой игры сборной СССР с хозяевами чемпионата, когда в наши ворота, защищаемые Сидельниковым, влетела 4-я шайба, и счет стал 4-1 в пользу поляков. Такое советским хоккеистам, наверное, даже в кошмарном сне не могло присниться. 15 из 18 наших ребят, прилетевших в Польшу 2 месяца назад, стали олимпийскими чемпионами, обыграв в Инсбруке тех же поляков со счетом 16-1. И вот такой конфуз в Катовице. Спустя много лет, отвечая на вопросы журналистов о самом памятном матче в своей карьере, Александр неизменно называл полный драматизма матч с московскими динамовцами в финале розыгрыша Кубка СССР 1974 года, выигранный крыльями благодаря прежде всего блестящей игре Сидельникова. Кривил ли душой Александр в такие моменты, сегодня нам уже не дано узнать. Все дело, наверное, в том, что подобные вопросы надо было ставить более конкретно. Самый памятный матч со знаком плюс или минус. Тем не менее, вряд ли финальная встреча на Кубок страны заняла в памяти Александра столько места, как сенсационно проигранный матч с поляками в Катовице, в котором он пережил сильнейшее душевное потрясение. Эта игра, завершившаяся, к слову, со счетом 4-6 в пользу поляков, по всей видимости, и стала началом конца вратарской карьеры Сидельникова. Тогда он даже начал подумывать об уходе из хоккея, но друзья его вовремя отговорили. После этой неудачи Александр еще 7 раз выходил на лед в форме национальной сборной СССР. Причем лишь в 3 матчах провел в воротах с первой до последней минуты, дважды с командой Финляндии и с румынами на чемпионате мира 1977 года в Вене. Новый старший тренер команды Виктор Тихонов выпускал Сидельникова только на замену, да и то ненадолго, и лишь в тех моментах, когда победный результат уже не вызывал сомнений. Последним выступлением за сборную Советского Союза для Александра стал матч со сборной Швеции в турнире на призы газеты «Известия» в Москве, в котором он сменил Третьяка за 16 минут до финальной сирены. Эта игра, состоявшаяся 21 декабря 1977 года, была, к слову, 480-й в истории хоккейной сборной СССР.
Любопытно, что в своем дебютном матче за национальную команду против сборной Финляндии, состоявшейся 4 ноября 1972 года в Тампере, Сидельников тоже сменил Третьяка, правда после первого периода. Мы вели к тому моменту со счетом 4-1, и он не изменился до конца этой товарищеской игры, получившей 344-й порядковый номер в послужном списке нашей сборной. По рассказам очевидцев, разгореться в большом хоккее 17-летнему Костру помог знаменитый защитник крыльев Советов, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира Альфред Кучевский. Но прежде чем их встреча состоялась, Саша Сидельников успел 6 лет поиграть в хоккей нападающим. В 11 лет он, по примеру своих сверстников, тоже живших на Волоколамском шоссе, записался в секцию на близлежащем стадионе «Красный Октябрь», где до переезда в Сетунь базировался хоккейный клуб «Крылья Советов». Первым тренером Александра стал Евгений Казенов, а первые соревновательные университеты он обретал на чрезвычайно популярных в то время детских всесоюзных турнирах «Золотая шайба». О том, насколько талантливым нападающим был Александр, можно было судить хотя бы потому, что именно в этом амплуа Сидельников попал в состав юниорской сборной Советского Союза. В этой связи надо ли говорить о том, что Саша даже в мыслях не держал стать когда-нибудь вратарем. Но, как ни странно, в 1967 году именно это произошло, и крестным отцом голкипера Александра Сидельникова стал Альфред Иосифович, работавший в то время вторым тренером «Крыльев». Нетрудно догадаться, что команда в тот момент остро нуждалась в голкиперах, даже не зная о том, что в ЦСКА ушел Александр Пашков, а Анатолий Рагулин готовился завершить хоккейную карьеру. Но почему именно Сидельникову Кучевский предложил играть в воротах, остается загадкой. По крайней мере, история об этом умалчивает. Зато свой неоценимый вклад в историю отечественного хоккея Александр внес. Попадание получилось стопроцентным. Это, судя по всему, почувствовал и он сам, потому что нашел в себе силы не сделать обратный ход в перспективные нападающие, когда в сезоне 1968 года тренеры лишь дважды доверили ему место в воротах. Основным вратарем команды «Крылья Советов» Александр Сидельников стал в 1971 году, и с этих пор крылышки начали стремительно подниматься по ступенькам турнирной таблицы, подчас перешагивая через две. 1971 год – 6-е место, 72-й – 4-е, 73-й – 3-е и, наконец, в 1974 году – 1-е чемпионское. Последний год в этой цепочке самый звездный биографии голкипера Сидельникова. За один сезон он выиграл то, о чем многие безнадежно мечтали в течение многолетней карьеры. Золотые медали чемпиона мира, Европы, СССР, Кубок страны плюс суперсерию в Москве со сборной Всемирной хоккейной ассоциации, возглавляемой легендарными Бобби Халлом и Горди Хоу. Наверняка столь успешной игре Александра способствовало знаменательное событие, случившееся в его жизни годом раньше. Летом 1973 года он женился на Марине, подарившей ему впоследствии двух сыновей – Андрея и Дмитрия. Мы хотели устроить свадьбу с размахом, пригласить туда всю команду, но Борис Павлович Кулагин не разрешил, сославшись на то, что в самый разгар сезона это могло выбить из колеи некоторых игроков, вспоминает Марина Сидельникова, вдова великого голкипера. Тем не менее, человек 50 присутствовало, в том числе и несколько наиболее близких Саше партнеров по команде. Счастливое было время, взлет его карьеры. Я небольшой знаток хоккея, но много раз слышала от специалистов,
что в тот момент Сидельников играл намного сильнее Третьяка. Все свои громкие награды, за исключением Кубка Европейских чемпионов и бронзовых наград чемпионата СССР 1978 года, Александр выиграл под руководством Бориса Кулагина. Его справедливо считали человеком Бориса Павловича, поэтому, когда Кулагин покинул сборную и крылья Советов, судьба Сидельникова была предрешена. Двери в национальную сборную для него закрылись навсегда. А однажды, когда Александру было всего 29 лет, он не смог утром встать с кровати из-за дикой боли в спине. Профессиональная болезнь вратарей дала о себе знать. Последовавшие затем бесконечные мотания по клиникам и физкультурным диспансерам закончились тем, что за 2 сезона Александр сыграл всего 15 игр в составе крыльев Советов. Тем не менее, он сумел восстановиться и снова стать основным вратарем команды, который, к слову, ни разу не изменил за 17 лет. Но те последние 100 с небольшим матчей, которые подарила судьба, игровой славы ему не прибавили. Покинув крылья лишь для того, чтобы закончить высшую школу тренеров, он вернулся в клуб детским педагогом. Но что это был за наркотик в кавычках по сравнению с тем, который будоражил ему кровь в большом хоккее? Ломка по безвозвратно ушедшим годам великого праздника жизни заставила Александра искать дополнительные градусы вне ледовой площадки. Закончилось все это тем, что его перестали пускать в родной дворец спорта в Сетуне, чтобы не подавать дурной пример детям. Вот что вспоминал тогда Валерий Васильев. Увы, после расставания с активным хоккеем Саша повторил судьбу многих своих предшественников, заменив алкоголем прежний высокий градус личной жизни. Ситуацию усугубили и неурядицы в семейной жизни. Насколько я знаю, Марина, его жена, подала на развод со всеми вытекающими отсюда для него последствиями. Последние годы он заметно похудел, что, естественно, позволяет делать соответствующие выводы о его здоровье. Перестал пить, поэтому его смерть стала полной неожиданностью для всех. Я знаю, что он, получив олимпийскую стипендию в 15 тысяч рублей, поехал с другом отдыхать в Архангельскую область. О том, что случилось дальше, можно только догадываться. Видимо, там сорвался, здорово выпил, и подсевшая печень не сработала. Очень жалея, что не смог с ним проститься, врачи отговорили ехать на похороны, поскольку я пережил уже 3 инфаркта и операцию на сердце. Вот об этом рассказал Валерий Васильев. Вот таким получился наш рассказ о великом хоккейном вратаре московской команды «Крылья Советов» и сборной Советского Союза 70-х годов прошлого века Александре Сидельникове. Если он вам понравился, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за внимание.